Чёртовы ублюдки! Черт, патроны закончились. Блин, да где ж мне этот 45-й степень взять? Черт! Надо валить отсюда! Нужна аптечка. Ну как же я доберусь-то? Как там этот инструктор говорила? Черт возьми, как ее звали, блин? Как меня зовут? Честно говоря, не очень помню. Почему я могу просунуть сюда палец? Возможно, у тебя тонкие пальцы? Мозг у тебя тонкий. Куда ранение было? Бедро было ранение. Почему колено, блин? Куда накладываем турникет? Все запомнили, он, блин, не запомнил. Можно чуть-чуть аккуратнее, просто я подумал, Максимально высоко. Максимально как? Как? Туго? Как? Как меня зовут? Да не помню я, черт возьми! Как меня зовут? Там, по-моему, перетянулось у меня что-то, Не-не-не. кроме бедра. Мало? Можешь просунуть? Могу просунуть. Просунуть. Нет, не могу. Стоп-слово есть какое-то? Или можешь? Все. Как меня зовут? Я не помню, блядь. Надя, сука, Света, блядь. Все хорошо. Объясняю еще раз. В общем, как вы поняли, сегодня нам еще раз объяснят, что в моей аптечке. Что в моей аптечке? Во-первых, я так понял, что это жгут, турникет или то, чем можно остановить кровь. Что у нас здесь? Ну, давай сначала начнем по приоритетам. От чего ты умрешь здесь и сейчас? От того, как ты затягивала мне турникет? Правильно, от ранения в конечность. В любую. Ты вытечешь от 10 секунд до 15-20 минут, в зависимости от ранения. Поэтому на первом месте в аптечке у нас всегда будет стоять средство экстренной остановки кровотечения из конечности. Это турникет и жгут. Почему жгут вот этот оранжевый во всех аптечках у обычных военных, а не, например, вот такой турникет или вот эта вот штука? Почему турникет, что в нем хорошего, какие бывают фирмы, какие лучше, какие хуже, и вот об этом давай Ну, поговорим. не буду я, братцы, говорить лучше, хуже. Я скажу за фирму, с которой работаю я на протяжении года, да, качественно. Это турникет ТБС. Наше производство проверенный, достаточно недорогой, не дороже жизни. Вот, поэтому Какой я принцип выбираю его. действия? Какой принцип действия? Любой принцип действия, что у турникета, что у жгута, это давление. Все, что связано с остановкой кровотечения, это давление. У нас есть петля, которую мы Давай затягиваем. на моей руке. Ты точно этого хочешь? Я точно этого хочу. Слышали новость последних дней? Оказывается, вновь хотят поднять пошлины, так скажем, заградительные меры. Так вот, цена, значит, скоро еще поползет вверх на автомобиль, поэтому если вы еще думаете покупать, не покупать автомобиль, то я думаю, сейчас время пришло. А самый выгодный способ, как вы знаете, это сделать через сайт autospot.ru. Ведь тут собраны все предложения напрямую от официальных дилеров, а скидки видны сразу, и достаточно развернуть вкладку «Сниженная цена». Как вы видите, скидки есть не только на трейд-ин или кредит, но и за наличные. Для примерчика давайте посмотрим, какие цены на китайские кроссоверы. Причем самые внимательные смогут заметить, что скидки за наличные в Москве достигают до 100 тысяч рублей, а в Питере можно и вовсе найти 200 тысяч. Так что, если в вашем городе нет хороших скидок, гляньте соседние. А еще приятный бонус для пользователей Автоспот в виде уникальных акций, к примеру, каска или доп. Оборудование до 100 тысяч рублей в подарок. И вот такие предложения тут не только по китайским автомобилям, но и по каждой марке и модели. Ссылку я оставил в описании. Если нужна новая машина, обязательно ищите ее на Автоспот. Так, вот, допустим, человек это делает в первый раз. Самое важное, первую петлю наложить туго. Вторую петлю на горло. Да, вторую петлю и жгут на шею. Наложить туго, чтобы можно было закрутить вороток с лентой. Ямато Кудасай. Или как там говорится? Пожалуйста, прекрати. Можно не... Нет. Всё. И закручиваем вороток, неважно в какую вот сторону. так, да, можно?
Так, и Да. как понять, что у меня остановилось кровотечение? Единственный критерий остановки кровотечения, правильно наложенного турникета, это остановленное кровотечение. Либо, если мы тренируемся, можно проверить пульс. Но я же сейчас тебя не затягиваю в полную силу. Э, Могу? Не надо, спасибо. Ну, короче, я должен потрогать пульс, чтобы он это, да? А Чтобы хорошо, его не было. хорошо, вот есть такие же, продаются, например, там по 300 тысяч, миллионов штука. Продаются вот по 300 рублей, например. Такие стоит покупать? Нет, дешевые турникеты покупать не надо, они рвутся, у них ломаются воротки, вылетают ленты, они бывают меньшего размера, чем нужно, и на ногу взрослому мужчине не наложишь, поэтому на жизнь лучше не экономить. Я не чувствую своей руки правой. Врешь. Я отойду на 15 минут. Ладно, неважно. Так хорошо. Почему жгут? Как жгут накладывать и почему вот эти жгуты, они сейчас выходят из моды вообще? Это обычно оранжевый. Да нет, ничего подобного, ничего никуда не выходит, все зависит от навыков человека. Кому-то удобнее работать со жгутом, кому-то удобнее работать с турникетом. Турникет менее травматичный, его проще накладывать, но с ним надо учиться тренироваться, работать. Вот. Жгут, все интуитивно понятно, если качественное, хорошее изделие, то он точно так же сработает. Кто-то быстрее срабатывает с жгутом, кому-то быстрее удобно работать с турникетом. Не забываем, что у нас 4 конечности, и средств остановки кровотечения должно быть точно не одно. Я бы поспорил насчет конечностей, но неважно. Я про себя. Окей. Доктор Смит! Сюда! Смит! У нас там раненый! Вот у тебя сегодня, я так вижу, жгут какой-то необычный, то есть он какой-то рифленый и... Резина с силиконом, жгут называется наш, с перфорацией, крепкий, надежный, с оптимальной шириной, с хорошей компрессией. Работаем с ним давно, еще ни разу не подводил. Ребята прям реально в восторге. То есть от него. это лучше, чем вот этот армейский, который есть обычно? Ты имеешь в виду эсмерха? Розовый, Наверное, который? да, розовый. Однозначно. Он постоянно трескается. Он не только трескается, последние партии стали какого-то жуткого качества, он даже на тренировках разрывается с первого раза, меньше стала компрессия. Ага. А вот Стали этот, делать хуже. где можно купить? Это какая-то питерская компания? Озон Wildberries. Как он называется? Жгут наш. А на нем прям написано наш. Наш. Да, и компания Руспецмет тоже его продает. Так, ну еще есть Они оба в какие-то пределах лифовские и 1000 так далее, рублей. неплохие, насколько я Лиф понимаю. хороший, турникет тоже, да. Ну вот мне нравится ТБС, я уже давно с ними. У них еще плюс пластик, который используется в платформе, он с рентгеноконтрастной крошкой. Бывают такие ситуации, когда во время ранения влетает со снарядом вот этот пластик в мягкие ткани. И при КТ, при рентгене показывает, если что-то осталось в мясе, чтобы не воспалялось и так далее. То есть можно увидеть, остались ли какие-то инородные тела в раневом канале. Вот, очень хорошая штука. Я боюсь. Я боюсь. Это избавит от боли. Нет, не смей, не вздумай. Держись. Держись, Смит, я с тобой. Давай, уходим отсюда. Слушай, а я видел историю, где тампоны нужно с собой брать. То есть брать тампоны не нужно с собой, чтобы дыры Не запекать? надо тампоны пихать в мужиков. Согласен. Ну, то есть это видео как бы неправдивое получается? Ну, конечно, неправдивая, сам посуди. Потому что, типа, рана маленькая, а тампон большой или... Нет. Потому что рана большая, а тампон не заполняет раневой канал. Что такое рана? У нас есть входное отверстие, выходное отверстие, может быть одно, да, когда Отверстие слепое. выходного дня? Окно Овертона. Ну да, Раневой канал. смертельная гонка. Давай сейчас поговорим тогда про... Тампонаду. Про тампонаду, да. О, Потому что да, некоторые со мифическая словом тема тампон- до сих пор. Почему-то. Какая? Ну, тампон, тампонада, да. Так, значит, если у нас есть ранение, то в аптечке обязательно должна быть штуковина, которая называется тампонада. Тампонады, Гемостатический бинт для выполнения тампонады. да, как они вообще называются, какие бывают и что с ними делают? Ну, представляешь, у нас есть раневой канал, да, полость. Мгм. В результате ранения полученное. Все, что связано с остановкой кровотечения, связано с давлением. То есть жгут у нас давление, да, придавить сосуд кровоточащий. Дальше повязка, давление. Тампонада – это тоже давление, только внутри раневого канала. Вот представляешь, ты дырочку эту закрыл тампоном, да, а внутри раневого канала продолжает скапливаться кровь.
Мгм. да, что приводит к очень Типа негативным... я могу вытечь внутри Можешь себя. вытечь, может спровоцировать внутреннее кровотечение. В любом случае тампон впитывает. Он не создает давление, тем самым маскируя кровотечение. Неважно, куда кровь изливается, если кровотечение не остановлено. Она может изливаться в полость внутренняя, да, может наружу. Есть внутреннее, есть наружное кровотечение, поэтому толку никакого нет, а негативных последствий может быть много. Поэтому для тампонада у нас используются либо гемостатические средства, да, это бинты, пропитанные действующим веществом, либо вот такие вот прессованные бинты, они без действующего вещества. Он называется Z-бинт. Да, Z-бинт сложен, он похож. Знаешь, помнишь, раньше были такие полотенчики, прессованные, их в воду опускаешь, они такие... Ага, да. Вот. Еще в, Вот этом, в очень китайской похоже, кухне есть да, такое. хорошо заполняют треневой канал, Чем-то на создают тампоны давление. похоже. М? Ну ладно, не важно. Вот, можно Тампоны же использовать тоже их. набухают. Они не создают давление, они не заполняют весь объем. Когда мы выполняем тампонаду, мы укладываем материал в раневой канал. Как это мы делаем? полностью. Пальцами. То есть вот если у человека есть ранение, мы начинаем туда запихивать, да? Да, И наша нам необходимо максимально плотно заполнить раневой канал материалом, которым мы работаем. Это может быть, опять же, гемостатическое средство, засложенный бинт, обыкновенным бинтом тоже можно. А что является сложнее. показателем того, что я условно хорошо выполнил эту работу? Любой показатель – это остановка кровотечения при любой манипуляции. Контроль А как я пойму, что оно остановилось, например? Если кровь оно- не течет. У нас, если брать конечность, мы наложили жгут или турникет, Мгм. через определенное время нам необходимо выполнить тампонаду, да, снять жгут или турникет, дабы сохранить тебе лапку. Ты же почувствовал, как это больно? Это было больно. Вот, это на самом деле еще больнее гораздо. И чтобы тебе лапку не оттяпали, нам нужно уйти от жгута турникета. Уходим от этого с помощью тампонады. Мы выполняем тампонаду, сверху накладываем давящую повязку и потихонечку начинаем ослаблять А турникет. что Плавно, значит? плавно. Да. Так, подожди. То есть турникет мы накладываем только на время наложения повязки? Ой, в смысле вот это... Турникет – это первичное средство остановки кровотечения, экстренное, которое ты в течение нескольких секунд накидываешься на какую-либо лапу. да? Чтобы не вытечь. Да. После Я этого... думал, надо бегать с ним еще дальше. Давай попробуем. Не надо. После этого необходимо выполнить тампонаду и сверху зафиксировать давящей повязкой. То есть, и тогда жгут вот это И можно убирать? потихонечку начинаем снимать жгут турникет, только очень плавно. Резкое Почему? снятие вызовет давление, резкий поток крови. И даже очень качественно выполненная тампонада может не сработать. Ты выбьешь все, что ты затампонировал. Поэтому плавненько ослабляем турникет и контролируем кровотечение. Смотрим, растеклось петло, возобновилось ли кровотечение, нет. Если нет, все, до конца уже снимаем, все хорошо. Хорошо, а Да и укладка. если оно потекло, мне нужно... Ну, все будет зависеть от времени. Если оно есть, то все херня переделываем. Ну, как правило, ничего не переделывается. Оставляется жгут турникет как провизорский на конечности, его просто затягивают и отправляют уже дальше. Сержант Липтон! Док, нам надо валить отсюда к чертовой матери. Вот это, как называется штука? Это гемостатический бинт Давай. на каолине. Гемостатический бинт на... Гемостатический, да. Это, сейчас я покажу. Это материал, пропитанный каолином. Здесь тоже, видите, рентген-контрастная полоса. Это чтобы, если он попадет в меня, то меня можно из него Нет. вытащить. Это чтобы, когда в тебя его напихают, ничего не забыли, не пропустили, потому что иногда есть такие ранения. Можно понюхать. Да, когда уходит не Фу, кал- один бинт. Каолином каким-то Каолин. пахнет. Ну, это и Каолин? есть каолин. Да, каолин. Они есть еще на основе хитозана, более грубые, ну, тоже хорошо работают. А я слышал, что на основе хитозана, если вот такой гемостатик, или как он там называется, запихивать в рану, то бывает то ли тромбоз вызывает, то ли еще что-то. Про каолин говорят то же самое, еще как бы ни одного исследования адекватного я не видела. Ну, которое вот подтверждало знаешь, бы еще это. есть вот эти препараты, которые порошковые высыпают в рану. Это тот же хитозан, либо действующий. Что, типа- Просто это форм-фактор другой. А у тебя такого нет здесь. Я с порошками не люблю. Почему? Ну, потому что неудобно. Ты представляешь, тебе надо создать давление. Чтобы создать давление, тебе для реакции любого вещества нужно время. Мгм. Пока он будет вступать в реакцию, даже если это очень быстро, кровь все равно
будет его То есть вот эта выдавливать. вот херня, как они там называются? Нет, были моменты, когда мы работали с порошками, но сначала у нас шел материал, тот же самый мог быть зетка, либо обыкновенный бинт, потом аппликатор порошок, потом материал, потом аппликатор. Ну, то есть вот такой вот пирог сделали. Ну, достаточно хорошо, но это надо иметь определенный навык. Как B52, типа Коллаба или Скуантро. Да. Нет, если ты понимаешь, что делать, знаешь, что делать, у тебя нормальные средства, то ты сработаешь. Угу. А что у нас еще есть в аптечке? Это перевязочный пакет. Так, он для чего нужен? Ой, как будто не учили тебя ничему, блин. Как двинул бы. Это перевязочный пакет. Понятно? Нужен он для того, чтобы выполнить давящую повязку. Он компрессионный. У него есть давящий элемент. Обязательно атрибут любой давящей повязки. Здесь он широкий достаточно. Есть меньших размеров, есть еще больше. Допустим, вот тебе мое левое. Уже левая. Вот тебе моя левая нога, допустим. Вот у меня опять здесь ранение, к примеру. Так, у нас перевязочный пакет израильского типа. Израильского? Израильского типа, да, китайского производства. Мы вообще-то не очень... Ну ладно. Почему нет? В Израиле хорошо Они делают, да? хорошие, да, и чем они хороши, у них дозированная компрессия, их сложно перетянуть. Чем у они наших- хорошо, что израильтян сложно перетянуть. Итак, у давящей повязки всегда должен быть давящий элемент. Даже если мы работаем с бинтами, мы должны взять какой-то материал, либо второй бинт для того, чтобы был давящий элемент. Давящая повязка, да, то есть тоже опять же, нужно Давящая. создать давление. Независимо от производства, они все называются израильского типа. И очень просты в использовании. Ну, кто-то сверху накладывает материал, кто-то делает вот таким образом, да, заламывая рожки. Нет, не больно. Оно не должно быть больно. Ну, если только действительно ранения нет нормального, настоящего. Вот так, да? Всё. Это значит, вот эта штука должна быть там. Она должна быть прямо на ране. тампонаде. У тебя теоретически под давящей повязкой тампонада. Мгм. Давящей повязкой мы закрепляем тампонаду. И после того, как мы наложили повязку, мы начинаем плавно послаблять жгут или турникет, что там у тебя наложено, и контролировать кровотечение. Возобновилось, не возобновилось. Не возобновилось, хорошо, значит, все правильно сделано. Я вот видел, ты щелкал ножницами, ты хотела разрезать мне штаны. Нет, я хотела отрезать тебе язык. О, фак. Я хотел сказать, что надо ли это делать на одежду или это нужно делать под Нет, одеждой? и тампонада, и давящая повязка, конечно, все это Вне без одежды. одежды. Да, То есть срезается. срезается Ножницы одежда. как раз нужны, да, для того, чтобы... А то мало ли вы сейчас посмотрите и буквально начнете все. Но я же не буду на тебе сейчас вот эту вот красоту всю срезать, хотя это было бы эпично. Это самые дорогие, кстати, штанишки у меня, как и... Ну ладно. Короче, штаны самое дорогое, что у меня есть сегодня. Да. В общем, про давящую повязку вы поняли, ребята. Это, я думаю, что вы... Нога затекла, черт возьми, как у этого. У короля из 300 спартанцев. Что я хочу сказать? Ты молодец, я пошел. Шутка. Нет. Я умер. Да жив ты, жив. Я умер. Ты жив. Ты жив. Я наложу повязку. Не волнуйся, все хорошо. Посмотри на меня. Смотри на меня. Это йод? Нет, это маркер. А для чего? Для того, чтобы записать время наложения жгута и турникета. Это вот здесь надо писать? Либо здесь, либо где-то на частях тела, либо армированный скотч наклеивается, на нем данные пишутся, да. У меня, кстати, не было такого, чтобы какая-то девушка подошла и такая оголила грудь и говорит: распишитесь мне вот здесь, команданты. На щеке можно. Ну да. Главное, не на лбу. Смотри, я так понял, у тебя в аптечке еще есть кое-что, что связано с легкими, да? Ну, это не у меня в аптечке, это у тебя в аптечке. У меня в аптечке, Да. да. Вот у меня с собой она. Да, у нас есть здесь окклюзионные наклейки, накладки, кто как называет. Это для герметизации ранения грудной полости. Увидел дырку, заклей. Все. Почему? Ранение грудной полости чреваты таким
последствиям, не последствиям, да, состоянием все знают. Называется пневмоторакс, да, когда в плевре скапливается воздух. Легкие сжимаются? Легкое спадает, происходит давление на сердце, и человек умирает от сердечной недостаточности. И для купирования этого состояния как раз используются вот эти вот наклеечки. Они есть с клапаном, есть без клапана. Желательно, конечно, использовать с клапаном, чтобы тот воздух, который уже накопился при акте дыхания, выходил. То есть человек вдыхает, наклейка прилегает, то есть новый воздух не поступает, да, через ранение, а при выдохе лишний воздух стравливается. Ну, то есть своего рода декомпрессия происходит. А кровь? Если Они с таким клеем, что он ложится хорошо. Если качественная, хорошая наклейка, да, окклюзионная, то она ложится. Конечно, там протираешь, стараешься давай, очистить. давай посмотрим, откроем. Мы можем даже наклеить. Давай. Давай. Можем. Давай. Можем дырку сделать. Давай. Порядок. Порядок, слышишь? Нужно зажать рану. Твое бедро! Зажать. Держишь? А яйца целые! Теперь надо на месте твои яйца. Тумбли! Нужны еще люди. Нельсон! Вот у меня ранение, типа сзади ранение. Ну да, что-то мы сзади. здесь обнаружили. Какое-то ранение. Достаем окклюзионную Лишняя дырка. наклейку. В этих наклейках есть салфетка. Вот смотрите, да, частая история. Летом, когда тепло, клей может течь. Да? Наклейка слипается и приходится часто ее выкидывать, если неправильно использовать. Вот так вот выглядит окклюзионная наклейка с клапаном. У нас здесь есть салфетка. Салфеткой мы подготавливаем место работы. Вообще изначально нам необходимо рану зажать, да, если мы что-то обнаружили в процессе просмотра, либо пострадавшего просим, там, подержи руку, я сейчас подготовлю все, да, либо сами и готовим уже наклейку. Как ее накладывать? Частая ошибка, когда подложку полностью снимают сразу. Она слипается, она может прилипнуть к перчаткам, соответственно, наклейка выкидывается. Стараемся наклейку наклеить как автомобильную наклейку. То есть мы плавно убираем подложку, после этого раскладываем наклейку. Клапан должен быть на ранении. Выдыхай. И на выдохе мы ее накладываем. Ну, соответственно, здесь у нас ранения нет, поэтому все так красивенько, чистенько. Но вот так все это выглядит. Клей потек, лишнее мы все убираем. Хорошо, не нажалось. Все. Курва бобра. А что клапан ничего не стравливается? Надо было наковырять дырку. Ну и вот так вот у нас это все происходит. Больно! Я знаю. Кристофер, скорее, у нас раненый. У 21 Браво раненый, живо. Не трать зря морфий, док. Мой парень готов. Еще раненый есть? Ну и как, сукин сын? Нравится быть дохлым? Это не в кайф, братишка. Холодно и одиноко. Так, ну что у нас? Раз тут уж еще? мы уже, ну я во всяком случае практически разделся, что меня интересует? Допустим, вот когда я попаду в ситуацию, как в начале этого ролика, меня ранило, я вспоминаю о тебе в этот момент. Как меня зовут? Вот о чем я. Если вдруг у меня теряется память или еще что-то. Ладно, шутка. Есть ли вот такая штука, которая меня избавит от боли на время, чтобы я мог куда-то доползти? Ну, прям на довести? 100% нет, конечно. Чтобы было действительно мощное обезболивание, это нужна анестезия. У нас в аптечках используется либо промедол, это чаще военных, да, комплектуется наркотическое средство, либо нифопам, что сейчас чаще распространенное. Нельзя сказать, что он прям очень хорошо обезболивает, но снижает немножечко болевой синдром. То есть что необходимо сделать? Как эта штука работает? Для начала нам необходимо активировать шприц-тюбик, скажем так. То есть накрутить иглу с канюлей на шприц-тюбик. Я не буду сейчас это делать, потому что мне его жалко. То есть Мы накручиваем до конца. таким образом клапан открывается. Мы прокалываем футляр, да, скажем, шприц-тюбик, и он у нас готов к использованию. То есть нужно стравить вот это как бы? Нет, ничего кино. стравливать не надо. Ты просто накрутил, все, он готов. Там же пузырик. Я слышал, Ничего что пузырик, если попадет в меня, будет больно. Тут у тебя пузырики, блин.
Серьезно? Конечно. То есть это ничего страшного? Ничего страшного. А зачем не тогда будет. стравливают? Это же не шприц, там вакуум. Там нет воздуха, там вакуум. Я вот вижу воздух. Это пустое, там вакуум. Он все равно сверху, ты выжимаешь и все. Ты внутримышечно колешь, а не внутривенно. Вообще похер. А. Да, а ты И должен тем бояться более, когда воздушной эмболии пузырик, в вене, если у блядь. тебя... У тебя там ногу газ отстегнуло, а падает. ты, блин, на пузырик смотришь в этом самом. Ты чё? Не, ну меня реально, меня в детстве так приучили, что типа, если пузырик попадет, я, например, когда капельница доходила до Это конца, внутривенно. когда капельница доходила до конца, я кричал просто: "Господи, Боже, остановите!" Я пережимал там эту капельницу. Ну, мы же мы внутримышечный укол делаем. Это как его колоть? Вот, А, допустим, у меня в ногу случилось это. Колем не в раненую конечность, в мышцу. А, в параллельную, да, перпендикулярную или как? Без разницы. Ну, я То есть точно не сюда? Находим мышцу, да, либо здесь, и я в руку. А можно вот здесь тоже потрогать? В сиську тебе вколоть? сиську тоже Зачем? можно? Не Нельзя? надо. Нет. Вот Собираем сюда. мышцу, чтобы, ну, по-любому Давай в вот одежде так, было. допустим, ага. Да. Вкалываем, выжимаем. И в таком состоянии нажатом вынимаем шприц-тюбик. А то бывает, вкололи, отпустили, состав обратно всосался и вынимают. Все. И там в лучшем случае 30% попадает. Так, как это действует вещество? Что со мной произойдет? Я так могу сказать. Если это наркотическое, что Ну, будет? если наркотическое, по собственному опыту, я себе после протезирования, мне делали промедол, и колола я себе потом нефопам. А после промедола я чуть не откинула кони. Протезирование чего? Сустава локтевого. У меня же протез стоит. А ты В общем, сгибать промедол, наркотический обезбол, нельзя колоть, когда есть подозрение на травму головы, да, и на травму легких. Действует на центр дыхания, угнетает дыхание. Когда мне в больнице после операции вкололи, после протезирования промедол, я еще тогда туго соображала, была адская боль, и я что-то, я не ляпнула, что у меня в моей контузии была, я не ляпнула это, забыла. И я уснула, то есть он как действует, ты начинаешь отъезжать, боль не уходит, она где-то на заднем плане, маячит фоном, но прям вот такого дикого состояния сдохнуть не вызывает. И я проваливаюсь, а проснулась я от того, что я не могу вздохнуть. Я не могу сделать вдох, я забыла, как дышать. Я реально забыла, как дышать. И я еще ж понимаю, что, мне сандалили промедол, сейчас мне будет хана. И я ничего... Мы будем сейчас отрабатывать искусственное дыхание? Нет. Ага. Вдох я сделать смогла. Потом сидела минут 10 вот так вот, раздыхивала легкие, обучалась заново дышать. Ну, это жуткое состояние, поэтому если есть хоть какие-то подозрения на травму головы, травму легких, лучше не рисковать. Нефопам хорошо работает совместно с мелоксикамом и парацетамолом. Чистоганом он чуть-чуть убрал боль. Вот прям вот совсем Это типа чуть-чуть. еще в парацетамольчика, да, бахнуть надо? Ну, я в инъекциях делала. Либо капельницу парацетамола и туда подкалываешь нефопам и мелоксикам. Ну вот в этой тройке прям очень хорошо обезболивало. Можно там было чуть-чуть жить. Еще вот такая штука есть. Ну, во-первых, есть перчатки, да? Перчатки обязательно, да, мы сейчас их уже одевать не стали, но когда работаешь с кровью, понятное дело, что боевая обстановка предполагает определенную... Да, кстати, есть такие люди, которые называются Umbrella. Корпорация Umbrella, смотрели, есть такой фильм. Так вот, Umbrella, это значит... Это хорошо, что есть этот значок. Если ты увидишь, да, что у человека ВИЧ или гепатит С, да, а многие не знают. Многие скрывают, потому что боятся, что им не помогут в случае чего, да, вот, поэтому желательно, когда ты работаешь с кровью и работаешь с теми людьми, которых ты не знаешь, перчатки все-таки одевать, желательно не одни. То, что у тебя могут быть какие-то там Легко. ранения, ссадины, ты можешь Ну, руки хватить все у нас, посмотри. все болезни Конечно. соседствующего твоего этого. Вот эта штука выглядит как шоколад. Да, это называется термоодеяло, спас-одеяло. Человека необходимо утеплить. Мгм. После всех наших манипуляций, нашей помощи, его нужно утеплить, мокрую грязную одежду снять и закутать в это одеяло для профилактики состояния гипотермии, понижения Я могу тела. закутаться? Закутываться. Одного обычно не хватает, мы используем два. Важно, чтобы была закутана голова, закутаны ноги, и в процессе эвакуации везде, где у нас жгуты, турникеты и повязки, места должны быть приоткрыты, чтобы мы контролировали кровотечение. Тепленько тебе, А почему мне должно быть тепленько? потому что оно сохраняет тепло собственного тела. То есть оно зеркалит, получается? Нет, оно сохраняет. Ну вот, внутри, да.
Какой стороной ты будешь одевать, разницы, укутывать, разницы никакой, тут чисто демаскировочный момент, все. Оно одинаковое, что с одной, что с другой стороны, это один и тот же материал. Слушай, а в Выноси. нем удобно. А? В нем Ну удобно. а в походы-то всегда брали их, насколько себя помню, с детства. Так, на этом мы закончили разбор моей аптечки. Твои аптечки. Чисто на холме! Убито четверо! хватай все и быстро сюда! Нужна вода и много бинтов! Скорей! Морфий запасной аптечки! запасной аптечки! Что бы ты добавила еще в мою аптечку? чего бы Я ты- бы еще добавила противоожоговые салфетки, Ну, ножницы мы еще не показали. ножницы уже показали, Ну, я про не- одежду, про срезание ну, уже показали. Да, ножницы нужны для того, чтобы срезать одежду. Ну, они вообще Обезболивающее, нужны. чтобы обезболивать. Турникет, чтобы обезболивать. Для того, чтобы перетягивать Останавливать рану. кровотечение, тампонады, чтобы запихивать, перевязочный пакет, чтобы завязывать, одеяло, чтобы укутывать, наклейки, чтобы наклеивать. Жгут, чтобы связывать руки. Это уже в другой передаче. Да. Или что-то в другом видео. Друзья, пишите в комментариях, что вы хотите узнать еще о том, как нужно себя вести при ранениях и так далее. Мы на основании ваших фотографий, Нью, которые вы пришлете мне в ВКонтакте, мы на основании ваших комментариев выберем тему, которую мы покажем следующим. Следующие у нас этапы могут быть, ну, скажем так, учитывая, что те события, разворачивающиеся у нас на глазах, требуют так или иначе нашей бдительности и образования определенного. Мы поговорим о тактической медицине, мы поговорим, какие виды ранений бывают, как оказывать помощь Да, тема человеку. обширная, на самом деле. Что бы ни находилось в твоей аптечке, да, какие бы дорогие средства не были, какая бы она ни была укомплектована, потому что здесь прям самый-самый минимум на самом деле. Если нет навыков, знаний, то все это бесполезно, и никакая аптечка тебе не поможет. То есть каждому человеку, который отправляется в зону боевых действий, Безусловно, конечно. безусловно, нужно пройти курс тактической медицины. Да, однозначно. Я надеюсь, что в следующей программе я вспомню, как тебя зовут. Короче, напишите свои вопросы, а я как раз... Вот это вот сейчас вот то, что я сделала, вырежете. С вами крупнокалиберный переполох, и с нами была девушка, чье имя вы, возможно, попытаетесь написать в комментариях. Надо взять эту салфетку, достать его язык. Можно бороду резануть. Тогда это. Он меня тогда убьет за Надеюсь, я доживу до следующей программы. До скорого.